В Санкт-Петербурге, в Эрмитаже, совсем неподалеку от зала Рембрандта, вывешен триптих Луки Лейденского «Исцеление слепца», 1531 год. Композиция приятно уравновешена, симметрична. Внутри царит радостное многоцветие. Интенсивность многоцветия нарастает от центра к флангам и эффектно завершается фигурами герольдов на боковых створках. В руках гербы заказчиков картины. Несколько парадоксальным образом, темнее всех, изображена на среднем плане фигура Христа. Темная зелень дополнительно усиливает глубину в центре картины. Тот же прием использует Арген Лейденский в «Воскрешении Лазаря». Картины двух лейденских художников написаны на схожие сюжеты и имеют много общего. Облик и поза Христа различаются лишь в деталях. И у обоих художников Христос напоминает Христа на картинах Корнелиса Энгельбрехтсена. Что ж, Лука и Арген оба вышли из мастерской Энгельбрехтсена. Верные школе художника-воина, ученики его не приукрашивают внешность свидетелей чуда. Физиономии вполне натуральные. Тем убедительнее показана вовлеченность, взволнованность этих людей. Некоторые авторы полагают Луку и Аргена Лейденских братьями, но на самом деле Лейденские не фамилия, а прозвище. Братского в них единство художественного происхождения и различие творческих натур. Такая непохожесть действительно заметнее всего в братьях. Тонкий по замыслу и совершенный по композиции триптих Аргена проникнут чувством глубокой и потому спокойной религиозности. Людей изображено много, однако сосуществуют они поразительно гармонично. Все, за исключением предателя Иуды, сосредоточены на свершившемся чуде. Для свидетелей чуда нас, зрителей, не существует. У Луки тоже есть персонажи, глядящие из новозаветных глубин прямо в глаза нам. Только, в отличие от Иуды, у Аргена они не прячутся. Лицо совершенно спокойно и словно озарено внутренним знанием. Кто он? В этом интрига. Такой же взгляд, обращенный к нам из гущи библейских событий, появится в ранних картинах Рембрандта, например, «Убийство святого Стефана». Кого изобразил Рембрандт, это обсудим в другом фильме. Вернемся к лейденским предшественникам Рембрандта.
По бокам от воскрешения Лазаря, работы Артгена, благочестивые молельщики. А у Лукаса на их месте нечто противоположное. Герольды живописностью одеяний и поз напоминают площадных актеров, зазывающих полюбоваться зрелищем. Вдобавок в центре разлегся нахального вида мальчишка, наряженный по-актерски, призывает следить за происходящим на сцене. А там клокотание эмоций, незадумчивость картины Артгена. Разряженные люди жестикулируют и двигаются, как в итальянской опере. Чуть раньше Луке уже доводилось страшный суд представить в виде своего рода балета. Этот триптих мы позже рассмотрим. Святого Иеронима встречаем в серии афортов Рембрандта. Лейденских предшественников тоже вдохновлял образ религиозного писателя. Что замечательно, в гравюре Луки и картине Артгена одни и те же традиционные атрибуты Иеронима: череп, книга, чернильница, лев. На картине Артгена лев спрятался за спину своего друга. Виден лишь хвост и кусочек попы. Лев на гравюре выражает свои чувства более откровенно. Зато шляпа совершенно одна и та же. Похоже, она перешла в произведение учеников с головы молодого Иеронима, изображенного их учителем Энгельбрехтсеном. Ученики показывают старика. Судя по типу лица и растительности на голове, натурщиком мог послужить один и тот же человек. Но до чего же разные по смыслу эти картины? Иероним на картине Артгена сосредоточенно размышляет. В келье словно идет тихая беседа между ним и черепом, который мудрец бережно придерживает рукой. Череп напоминает о призрачности всего мирского, о необходимости жить интересами менее скоротечными, чем собственное земное существование. В отличие от Артгена, Лука Лейденский помещает своего героя в общество куда более веселое, чем голый череп и старый лев. Его Иероним с наставлением обращается к нам, зрителям, указывает на череп в качестве аргумента. Художник позаботился о том, чтобы обращенная к нам проповедь не была скучной. Старец сидит в позе претендующей на изящество. Лев благоговейно лижет его ноги. Просторная, не лишенная архитектурного декора келья освещается через изящное оконце солнцем. О себе Лука тоже не забыл и человечеству забыть не позволил. На самом видном месте расположил дату и подпись латинской «Л». Артген Лейденский, в противоположность Луке,
Работцев их вообще не подписывал, следовал средневековой традиции. Большая часть его шедевров была уничтожена иконоборцами или утеряны в веках, кое-какие приписаны Луке Лейденскому. Подобно застенчивому льву, товарищу Иеронима, Арген избегал выгодных заказов и дружбы с влиятельными людьми. Такое мировоззрение. Обаяние Аргена, отразившееся в его искусстве, связано с верностью художника принципам Средневековья. Лука несколькими годами старше Аргена, однако взглядов придерживался более передовых, взглядов человека нового времени. Отразилось это в частности в воплощении идей пола и гендера, а также восприятии обнаженного тела. Об этом в следующем фильме.